Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Что случится с первых дней 2026 года? Что произойдет со дня на день, буквально вот так? И старинный цыганский пасьянс. На пороге каких событий вы стоите, мои дорогие? Давайте с вами узнаем, что же там со дня на день произойдет, что изменит вас, а возможно и вашу жизнь. И на картах старинного цыганского пасьянса именно события нам показывают. Потом мы дополним картами Таро, мы останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой расклад, прогноз о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, проведем таким мы с вами приятное время, какие-то подсказки все-таки вы получите. Итак, какие же там события идут на ваш порог? Или с чем будут связаны эти события со дня на день? Могу предположить, что мы не будем долго так раскачиваться в январе. Скорее всего, нас может закружить какая-то карусель из дел. Может быть и события. Ладно, смотрим, что для весов со дня на день. Что там вас ожидает? Какая-то бумага. Ну, может быть, это и не буквально бумага, хотя больше в этот пасьянс сургучной печатью у нас конверт. Это правда могут быть какие-то важные документы, может быть и согласования. И по ретро-урану это все то, что с приставкой «пере». Пересматриваем, переписываем, передумываем, перезаключаем. Может быть, и именно контракты у кого-то брачной, личной жизни касается, а у кого-то это будет касаться работы. Кто-то отчет переделывает, может быть и так. Но это я могу так допустить, потому что как минимум до 4 февраля ретро именно движение. Уран это всегда обратно, это связано с какой-то прежней историей. Но тем не менее, получение какого-то сообщения, скажем так, да, потому что я не исключаю, что это смс-сообщение, сообщение в мессенджерах, но это что-то для вас важное. Это для вас, ну, как может быть такой момент какой-то, ну, как нового этапа вашей жизни. Для кого-то, может быть, и не для всех, понятно. Но когда вот этот документ или бумагу, или какое-то согласие вы получаете, и вы как будто останетесь довольны. Здесь могут быть и контакты, смотрите, с какими-то новыми людьми. Буквально это у нас в самом начале пасьянса. Цыганка, да, мы видим, вообще прописано лицо. То есть это то лицо, которое мы недостаточно хорошо знаем. Это люди, которые нами не изучены. Поэтому, ну, где-то будьте аккуратны. Может быть, это вы получаете какую-то бумагу вот из какой-то инстанции, у кого-то и так, да, и вам нужно будет прояснить что-то. Давайте пойдем дальше, что нам еще расскажет. Не вижу пока совпадений. Вижу. Уже вижу. Любовь, мои дорогие. Может, правда, с личной жизни. Именно сейчас какие-то поворотные моменты в вашей судьбе происходят, когда вы и сами можете делать выводы. Может быть, и человек какой-то делает выводы. У кого-то вопросы конкретно связанные с людьми, которых вы очень хорошо знаете. Но не все точки над «и» расставлены. И ретро-уран нам вот где-то возвращает некоторые отношения, чтобы мы для себя, ну, тоже определились. А у кого-то именно недвижимость. И вообще это семейный очаг, имеется в виду место нашего пребывания, проживания, ну и домочадцы, понятно, тоже. Так вот, у кого-то стены проиграются, да, вот как я говорила, недвижимости, вопросы. Но у нас еще лебедь, а это верность, любовь, это искренность. Это не карта, точнее, не значение страсти, но это когда, ну, как двое заодно. Вот есть такой момент. Это вы, может быть, будете определяться по части личной жизни, кому вы можете доверять или как, ну, с кем вы будете продолжать отношения. Вы тоже можете тут пересматривать свое окружение запросто. А смотрите, у вас еще две птицы получается, да? Голубь — это символ благополучия. И даже если что-то идет наперекосяк поначалу, ну тогда примите во внимание, что мы ведь в ретро-уран порядок наводим. Мы с чем-то сами определяемся, чтобы этого порядка было больше. Ну и жизнь наша пошла, как я говорю, с правильной ноги. Вот у вас что-то такое может быть.
а в конечном итоге семейное счастье. В центре внимания именно вопросы личной жизни или вопросы жилья, или места пребывания. Я не исключаю, может быть, кто-то надумал совершить поездку, переезд. Но тогда вы тоже будете что-то просчитывать, продумывать, может быть, согласовывать какие-то документы, да, или узнавать, как в отношении вас или вашей задумки, вашего плана работает закон. Очень добрые, кстати, значения, которые выпали в пасьянсе. Смотрю, что у нас еще совпало. Что нам еще расскажут карты? Не вижу больше совпадений, правда. Все пересмотрела. Давайте тогда мы с вами продолжим. И зададим такой вопрос. Что же для вас прояснится, мои дорогие весы, со дня на день? Вот буквально с первых дней 2026 года. Что прояснится для весов со дня на день? Тройка жезлов. Будущее какое-то у вас проясняется. А с чем это связано? С каким-то грустным прошлым. Ну, наверное, правильные логические точки в волнующих историях придется расставлять, потому что мы как бы, наш ведь человек, да, мы говорим, карта будущего, он стоит. Почему он стоит, да? Почему он не стремится куда-то? Есть такое значение, как будто мы сами притормаживаем на полдороги, чтобы определиться, что мы возьмем с собой в будущее, а что уже не имеет смысла. Карта искаженного восприятия, тут как будто преломляется ваше восприятие. Вот сейчас самое время с чем-то вам определяться. Самое время выходить из какой-то темной комнаты или словно какого-то долгого периода ожиданий. Может быть, какое-то время вы и ждали человека, но тут, значит, вы можете понять, что нет, я больше не буду ждать. Жизнь продолжается. Может быть, это были какие-то разочарования. Может быть, это какое-то время вы не могли что-то сделать, осуществить. Но когда тройка жезлов, это правда, это некоторые ресурсы и возможности входят в вашу жизнь. Но было бы, наверное, неразумно вот так с места в карьер куда-то броситься. Мы должны подвести вот эти итоги. Поэтому итоги какие-то или грустная ситуация, она у вас проясняется. Нам снова где-то про любовь, мои дорогие, правда, влюбленные конкретно. И в этой карте это именно союз в этой колоде. Но также это карта выбора, причем непростого выбора. И одновременно нам говорят, сепарация только иллюзия. И пусть этот вопрос все-таки это старший аркан. Вот для вас, мои дорогие весы, я допускаю, все-таки первая карта жезловая, которая может как раз и олицетворять вопросы, связанные с документами, с работой или откуда к вам приходят деньги. Может быть, и есть конкретный вопрос, который вам нужно прояснить не приблизительно, а вполне четко. Возможно, вы будете сами инициировать какие-то вопросы, темы, потому что вы хотите внести больше ясности. Кому вы можете доверять, это как минимум. Что вы будете продолжать, это точно. Но при этом, наверное, вы как короли дипломатии, она вам будет помогать. Вот эту дипломатию нужно переложить на пользу самому себе. Не когда всем вокруг хорошо, а вы часто хотите, потому что вы люди очень гармоничные. Вы именно хотите, чтобы вот, ну, была какая-то гармония вокруг, чтобы все вокруг тоже были довольны. Порядок, мир, может быть, да, вот какой-то был или воцарился. Но вот, видимо, не все так просто или гладко. И даже если какие-то истории, они как повторяющийся сценарий, как по Хирону Вовне, мы можем очень так активно чувствовать вот в этот период с учетом ретро-урана, то тогда для вас тут еще и конфигурация Сатурна идет такая, когда нам, ну да, тут не только даже со дня на день, тут до конца июля может быть продолжена какая-то история, пока вы с ней окончательно разберетесь. И вот эту дипломатию, конечно, она вам не только помогает, а вам на длительный период нужно сохранять, потому что вам сложно, словно нужно выйти вот из этой как будто комнаты, да, где вообще ничего не происходит. А вот это солнышко, оно в окне уже на восходе. Это первые какие-то шаги в новом направлении у вас. И это не происходит гладко, потому что сомнения все-таки они еще где-то держат. Но совершенно необходимо идти вперед. И при этом, может быть, договариваться даже с теми людьми, с которыми прежде вы, ну, кто-то, может быть, не хочет видеть человека, да,
Или вы предвкушаете сложный разговор, сложную беседу, вы понимаете, что человек может спорить, тогда ваша дипломатия будет творить чудеса. Поставьте перед собой какую-то цель. И когда мы знаем, что у нас есть цель, все методы, которыми мы действуем, мы понимаем, что они оправданы. И мы тогда меньше включаемся эмоционально, даже в таких сложных диалогах, когда человек действует, ну, как-то непредсказуемо. Тут действительно вам нужно с чем-то определяться. Ладно, что же уйдет? Или, возможно, вы завершите сами. С чем вы определитесь? С любовью, нам снова говорят. Но явно какие-то отношения. Хотя, конечно, вот мы только что с вами про дипломатию и то, что сепарация – это иллюзия. А здесь нам карта любви. Отчасти это тоже дипломатия, уметь договориться, уметь, но в каком-то спокойном таком режиме, с холодной головой, ведь это не карта, опять же, страсти, сказать то, что предпочтительно вам. Услышать собеседника и понимать, а что предпочтительнее для него. А потом, наверное, решить, можем ли мы в принципе видеть или смотреть, двигаться в одном направлении. Вот какой-то такой важный вопрос вы будете решать. И не обязательно у кого-то личная жизнь, потому что много карт, а у кого-то все-таки это вопросы достижений работы или откуда к вам приходят деньги. Но любовь, оно и есть любовь. Может быть, это вы определитесь. Смотрите, долгий период ожидания у кого-то был. И здесь либо вы его сами завершаете, но я также не исключаю, что уйдет или мы говорили, что вы завершите. Вы можете завершить как долгий период ностальгии и ожидания по какому-то вопросу или человеку. И здесь двояко. Кто-то сам поставит точку. Может быть, даже в тех случаях, когда вы ждали человека, который никогда не придет. И меня смотрят люди из разных стран, к сожалению, война. И люди пропадают без вести. И, может быть, это уже случилось какое-то время, длительное тому назад. И вы понимаете, что нет, ну вот жизнь моя все-таки, она продолжается дальше, и мне нужно с этим определяться. Что я буду делать дальше, как я буду дальше жить. То есть вот такой вот момент. А для кого-то я не исключаю, что вы определитесь, когда вы долго ждали какого-то человека, были надежды, была вот эта ностальгия, человек вернется, но этого не произошло. И вы будете тоже вот какие-то правильные логические точки именно в эмоциональных вопросах. Хотя я то также не исключаю, что если, допустим, какой-то человек как появился, да, а может быть была какая-то пауза, у кого-то и так, тогда вы более рационально будете наблюдать, вот будете думать. Так все-таки это у нас сепарация или продолжение. И тогда, знаете, как если решают какую-то историю двое продолжать, то не должно быть иллюзий раз, но, наверное, и друг другу не вспоминать былое – это два. Не все однозначно. Так с чем же вы там еще определитесь? С какой-то дорогой, возможно. Кто-то из вас определенно так могут сложиться обстоятельства или как-то документы, может быть, да, дают вам эту возможность. И, может быть, вы куда-то не собирались, а вам придется совершить поездку или засобираетесь, да? Может быть, это и мелкие какие-то вы совершите переезды или, ну, даже путешествия по каким-то офисам, инстанциям для того, чтобы вы прояснить тоже что-то. Но тут есть какие-то момент неожиданностей. А у кого-то может быть конкретный человек, который вдруг появляется в первые дни буквально Нового года. 2026 года. А что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие весы? Или что будет вами продолжено? Да, деньги тут не на последнем месте, но вообще эта карта помощи высших сил. Посмотрите, какие у вас карты хорошие. Вот у вас с первых дней не потерять какую-то возможность. Не случайно по рыцарю жезлов, хотя тут идет даже такая конфигурация, когда, знаете, вот что-то перевернулось словно с ног на голову. И вы уже даже могли с чем-то определиться. Но либо вы что-то слышите, либо это будет связано с какими-то событиями, информацией. И видите, что ну нет. Вот как будто отрезать еще рано. Вот есть такой момент. Надо что-то переделать, пересмотреть. Именно с приставкой «пере». Вам приходят на ваш порог именно те события,
которые суждены, мы говорим, как по карме, как по судьбе. Иногда так и говорят по этой карте, потому что это, знаете, такой, ну, какой-то очень глобальный баланс, шестерка пентаклей. И мы иногда ее трактуем как помощь высших сил. То есть сама судьба складывает вам какие-то встречи, какие-то нужные, может быть, диалоги или какие-то важные согласования. То, с чем вы должны определиться. Но и все-таки это пентакли, это карта финансового успеха. Поэтому финансовый успех может быть на пороге. Имеется в виду, это не буквально, хотя я не исключаю, для кого-то из вас получение конкретной суммы денег. Как помощь, да, или может быть какой-то бонус. Почему нет? Премия, да, ну у кого что. Но точно так же это именно в пространстве. Для вас, мои дорогие весы, что нового? Вот сейчас какой-то благоприятный момент. Его нужно не упустить. И да, опять же дипломатия. Нам придется договариваться. Будьте внимательны, договариваться с тем или по поводу того, или с теми, которые именно готовы вас сопровождать. Не когда мы там кому-то как приложение бесплатное, а когда вот эта дипломатия, она направлена именно на ваше благо, мои дорогие, правда? Так что же там еще? Будет продолжено или, может быть, это новое? Нам все-таки больше говорят о финансах. Может быть, это правда. Какая-то сумма, которую вы получаете в начале января, вам дает какой-то маневр, отчасти какие-то деньги, как сбережения, сохранить или стабилизировать какую-то финансовую ситуацию. Это точно. Стабилизация четверка. Что нового идет? А вот смотрите, началось тройка, тройка и закончилась. Тут для вас будет с первых дней года очень важно расставить правильные приоритеты. Если мы говорим будущее, ведь это карта здорового равнодушия. То есть мы теперь не цепляемся как эмоционально, и для кого-то это, кстати, может означать, правда, примирение, может быть. Почему нет? Очень добрые карты впереди. Когда после длительной дистанции или какого-то молчания или небытия по разным причинам, здесь мы и сами в себе обретаем эту силу и понимаем, что да, мы просто не будем терять ни времени, ни душевных сил, ни энергии, мы не будем с кем-то спорить. Мы выходим из этого прошлого, обратите внимание, вас там нет. Вот если мы говорим карта будущего, вот это уже карта нам здесь прорисован момент, который именно прямо сейчас. Так вот, карта говорит, тебя уже нет в прошлом, весы. Вот эта смятая постель, какой-то непонятный топчан, бесконечный дождь за окном, исписанный дневник, много мыслей, которые мы дарили, может быть, дневнику, или, может быть, у кого-то буквально, разлитые чернила. Само пространство какое-то, оно для вас уже не имеет значения. Вам отсюда только вперед. Но вам этот опыт был дан для того, чтобы вы, может быть, вот эту дипломатию употребили на благо самому себе, простились с какими-то разочарованиями, чтобы они вас словно в клетке не держали, мои дорогие. Без этого невозможно идти вперед. Я всегда добавляю по пятерке кубков. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Какие-то правильные приоритеты вы будете расставлять. И тут, правда, вам боги помогают. И нам карта, я надеюсь, все прекрасно понимают, 13-й аркан — трансформация. Вот у вас сейчас трансформация. Может быть, это когда вы действительно так вот окончательно, и причем безэмоционально понимаете, нет смысла кого-то ждать, нет смысла что-то продолжать, или люди, которым мы доверяли, ну тоже, опять же, нет смысла. Есть только смысл один — идти вперед. Где-то довериться пространству. Ну вот где-то об этом нам и говорят карты. Но чтобы быть правильно понятой, по аркану смерть я всегда, ну, в последнее время реже, конечно, привожу такой пример. Вот представьте, вы садите в землю зернышко в надежде получить какой-то урожай, да? И вот это маленькое зерно, маленький, малюсенький такой росточек невидимый, который спрятан внутри как вот этого зерна, как какого-то панциря. Вот имеется в виду именно оболочка. Прежде чем этот росток пробьется через панцирь, а потом пробьется к солнышку, пройдет. Так вот, ему сначала нужно преодолеть этот панцирь, какие-то преграды, какие-то барьеры. И это нам говорит как раз и есть та трансформация по 13-му аркану, когда вот эта твердая оболочка, как у семечка, да,
она разрушается, давая путь вот этому малюсенькому ростку. Да, ему еще предстоит пройти какой-то путь. Прежде он проберется на поверхность именно к солнцу, причем самому. Вот, мои дорогие, такая подсказка. Вам придется именно самим что-то согласовывать, прояснять, определяться. Здесь все зависит от вас самих, от начала до конца. Но может быть такой непростой где-то путь, но вам в этом высшие силы помогают. Давайте достанем карту совет. Ну, все то, что я говорила. 20-й старший аркан, и у вас выпадает именно старший, да, не просто какой-то банальный совет. Доверься пространству, доверься судьбе. Это не значит, что мы ничего не делаем. Сели и ждем. Нет, это мы понимаем, что есть что проанализировать, да, и уже чего-то или кого-то нет смысла ждать, нет смысла на что-то надеяться, но вы сейчас находитесь именно как на пороге между прошлым и будущим. Какая-то перезагрузка у вас происходит. И по этой карте избавление от страданий, избавление от каких-то разочарований, от сложного периода. Не оглядывайся назад, говорит эта карта. Поэтому вот такой вот совет мы можем воспринимать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии, читаете мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео и на свой телеграм-канал. Может быть, для кого-то это более удобно. В одном месте весь мой контент, включая сайт, мои статьи. Может быть, в одном месте вот видеть все новинки, что я публикую, будет удобнее. И я буду вам искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, мои дорогие, будьте любимы всегда.